Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе и трагические новости о семье певицы Алсу. Сегодня в антикоррупционном комитете во главе с Никитой Михалковым большой праздник. Был открыт 80-й по счету филиал Организации по борьбе с преступностью и коррупцией. 80-й филиал комитета был открыт в городе Саранске. Власти города с пониманием отнеслись к открытию филиала антикоррупционного комитета и не чинили препятствий работе организации, в отличие от других некоторых регионов Российской Федерации. При открытии филиала присутствовал лично заместитель мэра города, а также известные артисты, члены антикоррупционного комитета, а именно Ирина Муравьева, Ирина Аллегрова, Вячеслав Малежик, Михаил Муромов и Виктор Сухоруков. Помимо этого, после увольнения из антикоррупционного комитета за аморальное поведение Николая Расторгуева и Игоря Петренко, антикоррупционный комитет вновь укрепился новыми сотрудниками. В Организацию по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым, Александром Домогаровым и министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым вступили 4 новых сотрудника. А именно, молодой российский артист, внук легендарного советского и российского актера Евгения Леонова, 32-летний Николай Леонов, известная советская и российская певица Надежда Никитишна Кадышева. Сын известного российского актера Максима Дрозда, любительский боксер и бывший участник спецоперации, 30-летний Семен Дрозд. И, наконец, народная артистка России, известная советская и российская артистка театра и кино Евгения Павловна Симонова. Помимо этого, заявку о вступлении в антикоррупционный комитет подал известный советский и российский хоккеист, видный политический и спортивный деятель Вячеслав Александрович Фетисов. Однако заявка спортсмена пока не одобрена и находится на рассмотрении. Надо отметить, что после недавних чрезвычайных событий команда антикоррупционного комитета начала очень избирательно относиться к новым сотрудникам. Совсем недавно антикоррупционный комитет отказал о вступлении известному спортсмену, легендарному советскому вратарю Владиславу Третьяку. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагическую новость о семье певицы Алсу. Самым громким разводом текущего года в мире российского шоу-бизнеса, несомненно, является разрыв отношений эстрадной певицы Алсу Сафиной и известного российского бизнесмена Яна Абрамова. Молодые люди, как казалось на первый взгляд, прожили в счастливом браке 16 лет. Семейная пара зарегистрировала свои отношения еще в далеком 2008 году. Однако 2 года назад в семейной паре появились первые трудности. И семейное счастье певицы Алсу было разбито в связи с многочисленными изменами ее супруга Яна Абрамова. Как оказалось, муж певицы Алсу Ян Абрамов за годы семейной жизни имел многочисленные романы с известными публичными личностями, такими как певица Светлана Лобода, бывшая телеведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина, Ксения Собчак и телеведущая Анфиса Чехова. Помимо этого, Яну Абрамову приписывают отношения с Даной Борисовой. Ну а последней каплей терпения для певицы Алсу стало чрезвычайное событие, которое произошло 2 недели назад. Певица Алсу, возвращаясь с гастролей раньше положенного срока, застала у себя в особняке своего супруга Яна Абрамова в компании с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Певица Алсу попыталась сдержать эмоции и не устраивать скандала, однако после чрезвычайного события съехала от своего супруга вместе с детьми и поселилась в другой квартире. Однако, как оказалось, в душе певица Алсу глубоко переживала измену супруга, и сегодня утром стало известно о печальном событии.
С помощью записи встроенных видеокамер удалось установить, что вчера поздно ночью певица Алсу вместе со своей средней дочерью находилась на 4-м этаже балкона летней террасы собственного дома, в результате чего и произошло трагическое происшествие. В результате медэкспертизы и следствия удалось установить, что в крови певицы Алсу присутствовал алкоголь, а летняя терраса 4-го этажа находилась в аварийном состоянии. Вероятно, по этой причине и произошла трагедия. Певица Алсу и ее средняя дочь сорвались с балкона 4-го этажа. К сожалению, дочь певицы Алсу погибла на месте до приезда скорой помощи. Саму эстрадную певицу госпитализировали в критическом состоянии в центральную больницу. Бывший муж певицы Ян Абрамов и отец Алсу, известный бизнесмен Ралиф Сафин, пока никак не комментировали произошедшее событие. К сожалению, еще одна печальная новость о члене антикоррупционного комитета и известном телеведущем Борисе Корчевникове. Борис Вячеславович Корчевников, который еще полгода назад пережил страшную семейную драму, потерял родную маму, в результате несчастного случая оказался в больнице с сердечным приступом. Точная причина драмы пока неизвестна, однако по некоторым данным причиной несчастья стала неразделенная любовь Бориса Корчевникова. Напомним, что Борис Вячеславович, несмотря на 40-летний возраст, до сих пор не женат. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает сводку криминальных новостей. На солиста группы «Кармен» Сергея Лемаха в городе Волгограде во время музыкального концерта было совершено нападение. Во время музыкального выступления на сцену поднялись два незнакомых человека, которые нанесли тяжелые увечья известному артисту. Сергей Лемах был госпитализирован. Старшая дочь известной советской и российской певицы Валентины Легкоступовой была осуждена на 4,5 года за финансовое мошенничество в особо крупном размере, связанного с недвижимостью. Срок начала отбывания наказания назначен на 1 сентября текущего года. Печальная новость из страны обетованной Израиля. Известный советский и российский актер Леонид Каневский потерял двухэтажный дом в результате пожара, который вспыхнул сегодня ночью. Сам Леонид Каневский не пострадал, однако лишился своего жилья. Сегодня день памяти известного советского и российского актера Владимира Толоконникова, хорошо известного зрителям по одной из главных ролей в фильме «Собачье сердце». Владимиру Толоконникову могло бы исполниться 81 год. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.